Доктор Джон Блэк был известным ветеринаром, работающим на просторах дикой природы Ботсваны. Его жизнь проходила в трудных условиях пустыни Калахари, где благодаря своему таланту и любви к животным он успел спасти сотни диких созданий. Каждый новый день приносил ему как радости, так и испытания, которые требовали не только профессионализма, но и огромной внутренней силы. С самого детства Джон испытывал огромное влечение к животным. Любимой игрушка его детства – плюшевый лев – стал первым шагом к пониманию того, что он хочет делать в жизни. В юности он часто гулял в местном зоопарке, подмечая мелочи поведения зверей, и всегда мечтал о том, чтобы однажды оказаться среди них. Когда он окончил ветеринарный институт, его не остановил страх перед дикой природой. Наоборот, он чувствовал, что должен сделать что-то важное, чтобы помочь животным, которым угрожают люди, болезни и уничтожение их естественной среды обитания. Итак, с полным энтузиазмом он отправился в Ботсвану, где начал свою карьеру в Центре спасения дикой природы и нашел свое призвание. Однажды, исследуя пустынные равнины, Джон наткнулся на нечто, что привлекло его внимание. Среди редкого кустарника он увидел взрослого самца льва. Его тело было сухим и иссохшим, глаза едва открыты, а дыхание слабое и прерывистое. Увидев его, сердце Джона забилось быстрее и пронеслось в голове. Неужели у него нет шансов? Даже в таком состоянии эта величественная креатура несла в себе дух и красоту, заставляя Джона чувствовать, что он обязан помочь. Несмотря на собственные страхи и сомнения, врач принял решение. Джон не мог оставить льва в такой ужасной ситуации. Он знал, что это могло быть его последним шансом на спасение. Он осторожно подошел к животному, прокладывая путь через колючие заросли, и начал исследовать его состояние. Лев был слишком слабым, чтобы даже проронить рычание. И Джон почувствовал, как пронзающее чувство ответственности Доктор Блэк начал работать с полной самоотдачей. Он вводил льву физраствор, антибиотики и обезболивающее, нежно поглаживая его, чтобы успокоить. Он прекрасно понимал, что животные, как и люди, нуждаются не только в медицинской помощи, но и в поддержке, в любви. Ночью он накрыл его одеялом, прижимаясь к нему и ободряя своим присутствием. Они проводили долгие часы в молчании, и если кто-то подходил, то видел, как между человеком и диким зверем возникла особая связь. Настоящая дружба. Утром, когда солнце медленно поднималось над горизонтом и освещало пустыню своими яркими лучами, Джон сделал важный шаг. Он позвонил в Центр спасения дикой природы. «У нас серьезная ситуация, нужна помощь», – сообщил он, чувствуя прилив адреналина. Разговаривая с коллегами, он рассказал о состоянии льва и попросил их незамедлительно прислать команду «Спасительный вертолет», ослепительно сверкая на фоне яркого неба, приземлился неподалеку. Льва срочно доставили в больницу, и по дороге Джон неотрывно наблюдал за этим величественным существом. Когда его уводили ветеринар доктор Элизабет Маклауд, полноценный профессионал, приступила к диагностике. В ее глазах можно было увидеть смесь тревоги и решимости. «Серьезные повреждения позвоночника и мышц», – произнесла она угрюмо. В каждом слове чувствовалась энергия и желание спасти льва, но все понимали, что операция будет сложной и рискованной. В этот момент Джон стал голосом надежды. Он, полон решимости спасти льва, убедил врачей провести операцию, которая займет 8 долгих часов. Это предложение вылилось в бурное обсуждение, но Джон не собирался сдаваться, ведь от этого зависела жизнь Лео. После успешной операции, в которой сделали все возможное, чтобы спасти льва, Лео перевели в отделение интенсивной терапии. В тот момент, когда Джон увидел его в палатке с капельницей, он осознал, как важно быть рядом и не оставить его одного. Каждый новый день превращался в настоящую битву. Джон взял отпуск, чтобы круглосуточно находиться рядом со своим подопечным. Он наблюдал, как Лео постепенно начинает восстанавливаться. В один радостный момент, когда хвост льва неожиданно шевельнулся, в сердце Джона проснулась надежда. Он понимал, что для восстановления Лео потребуется нечто большее, чем просто медикаменты. Нужна была мотивация и крепкое желание жить. Он начал заниматься с львом, проводя с ним много времени, общаясь и навевая чувство безопасности и заботы.
Доктор Блэк организовывал небольшие занятия по физиотерапии, с каждым разом замечая, как силы возвращаются к Лео. Однажды, когда львенок поднял голову, в воздухе витала пахнущая победой атмосфера. На фоне серых стен палатки в нем засветились огоньки надежды, и Джон понял, что впереди их ждет новая жизнь. С каждым днем Лео крепчал, а наступил тот день, когда он смог выйти из клетки самостоятельно. Эта радость для Джона была бесценна. Лев, уверенно двигаясь, повел Джона к группе львиц. Они увидели друг друга, и существа без слов приветствовали бывшего спутника, показывая, что он снова стал частью стаи, частью дикой природы. Эта картина наполнила сердце Джона радостью и гордостью. Он смог достичь своей цели. Лео вернулся домой. На протяжении следующих нескольких дней Джон наблюдал, как Лео вновь адаптируется к естественной среде, как он вновь ощутил свою силу, статус и уверенность. Этот процесс стал вдохновением для других животных в заповеднике. Вскоре Джон, полон вдохновения, решил предложить создать программу спасения львов в регионе Калахари, чтобы больше таких историй, как история льва, получили шанс на счастье. Лео стал не только частью заповедника, но и символом надежды для популяции львов Калахари. Его история, его борьба и победа распространялись по всему миру. Фотографии и видео о его поездке публиковались, вдохновляя людей бережно относиться к дикой природе. Эта энергия распространилась за пределы Ботсваны, вызывая множество инициатив в защиту львов и других животных. Люди, ранее не обращавшие на это внимания, начали понимать важность сохранения дикой природы Ботсвана. Неожиданно стала центром глобальной кампании по сохранению природы, привлекая внимание соратников и активистов со всего мира. Волонтеры, художники, писатели и ученые сплотились, объединив свои усилия для защиты природы, основываясь на примере, который показал Джон и Лео. Место, которое стало их домом, становилось все более защищенным, и это значительно улучшало условия жизни для местных животных. Но, как это часто бывает, хорошие времена не длятся вечно. В 2019 году мир узнал печальную новость. Лео ушел из жизни. Сердце Джона разбито не на шутку. Он стоял у могилы своего друга, тепло вспоминая все моменты, которые они провели вместе. Каждый день их общения был наполнен важными уроками о стойкости и героизме. Лео был похоронен рядом с тем местом, где они встретились в первый раз. Это было символично и трогательно. Вся округа пришла почтить память льва, символизировавшего надежду для многих. Люди приносили цветы и оставляли записки, выражая свою благодарность животному за его неизмеримую доброту и вдохновение. История Джона и Лео вдохновила миллионы людей по всему миру. Это был не просто рассказ о враче и животном. Это была история о любви, о стойкости, о связи между человеком и дикой природой. Люди начали еще больше осознавать, что животные обладают чувствами и верой в человеческую любовь. Джон продолжал свою работу в центре, полон решимости изменить мир в лучшую сторону, оставляя за собой наследие преданности, мужества и надежды. Джон организовал различные программы и мероприятия, чтобы просвещать общественность о значимости защиты дикой природы. Он начинал проводить лекции, встречаясь с местными школами и общинами, рассказывая о своем опыте, что могло помочь не только детям, но и взрослым понять, как жизненно важно беречь природу. Джон искренне верил, что именно такая просветительская работа станет основой для будущих поколений, стремящихся сохранить планету для баланса всех ее обитателей. И пусть Лео больше не с ними. Его дух будет жить в сердцах всех, кто продолжал сражаться за спасение дикой природы. История Джона Блэка и Лео вечно останется в памяти тех, кто верит в силу любви и надежды, ведь именно она делает этот мир лучше. Каждый, кто когда-либо слышал эту историю, понимал, что реализация надежды возможна только тогда, когда мы сами верим в нее.